Привет, дорогие друзья! С вами снова Татьяна Гордеева. И сегодня у меня будет чисто такой болтологический выпуск. То есть я хочу с вами пообщаться, обсудить некоторые вопросы. Тем более, что я давно не делала такого видео. К сожалению, нет у меня возможности проводить стрим, то есть отвечать на ваши вопросы онлайн. А между тем в комментариях скапливается время от времени некоторое количество вопросов. И вот я сегодня хочу ответить на часть вопросов, плюс с вами, как уже с моими друзьями, поделиться своими, может быть, чувствами, размышлениями по поводу, опять же, некоторых вопросов. Итак, с чего начнем? Сегодня, пожалуй, центральной темой в моем болтологическом ролике будут размышления о вас, дорогие мои зрители, о блогерах, о комментариях, ну вот что-то вот по этой тематике хочу пробежаться. Для начала хочу выразить благодарность всем зрителям, которые меня поддерживают. Большое вам спасибо за комментарии и за вдохновляющие комментарии. Двойное спасибо за лайки, за то, что вы делитесь моими роликами. Все вот эти действия с вашей стороны очень и очень способствуют тому, чтобы я снова что-то придумывала, фантазировала, куда-то шла. В общем, вы меня вдохновляете. И, собственно говоря, в этом и состоит взаимосвязь зрителя, блогера, блогера-зрителя в том, что блогер делает какой-то контент, зритель его смотрит, и происходит обратная связь, зритель пишет какое-то мнение об этом контенте, и блогера в итоге либо вдохновляет на продолжение его трудов, либо как бы наоборот перечеркивает все его позывы к творчеству. То есть блогеры очень сильно зависят от зрителя. Ну, а зритель не был бы зрителем, если бы блогер не выкладывал свой контент. Соответственно, я являюсь как блогером, так и зрителем. То есть я веду свой этот канал, но я также смотрю очень много каналов других людей, других блогеров. И, допустим, если я иду на канал к какому-то человеку, я пишу либо нейтральный, либо вдохновляющий, поддерживающий комментарий, но я никогда не пишу отрицательный коммент. Разве что блогер сам попросит о какой-то конструктивной критике. И тогда я могу озвучить свое мнение, если я увижу, что какие-то там моменты можно поправить. Но, как правило, я не люблю критиковать чье-либо творчество, потому как считаю творчество это уже хорошо. Если человек отрывает свой зад от дивана, отрывается от экрана телевизора и идет куда-то в лес, или даже не в лес, даже просто, может быть, в квартире своей что-то там рукоделит, что-то фантазирует, проявляет какое-то творчество, и я считаю, что это уже очень и очень хорошо. И вот на моем канале время от времени мне пишут такие комменты. Начнем, наверное, с отрицательных комментов. Я бы их назвала претензионные комменты. Мне предъявляют претензию. Иногда предъявляют претензии очень смешные, я так считаю. Претензия номер один. То, что ты показываешь, это не лес. Лучше я пойду посмотрю Афгата. Вот у него настоящий лес. Когда я читаю такие комменты, а это не один коммент, такие комменты пишут мне разные люди периодически, у меня такое недоумение. У меня некоторое недоумение возникает. Претензия ко мне насчет леса, в который я хожу. У меня, честно говоря, нет слов. Может, у вас найдутся слова, ответы таким комментаторам. Потому как я этот лес не садила, и то, как он выглядит, как говорится, от меня не зависит. Вот. Но другой момент. Если вы хотите... Сейчас я знаю, многие мне могут поставить дизлайки, вообще возмутиться. Это на самом деле очень логичный вывод после такого коммента. Если вы хотите в моем ролике видеть настоящий лес, пришлите мне деньги на поездку в этот настоящий лес. Я съезжу и сниму для вас ролик в настоящем лесу. По-моему, это честно. А просто так возмущаться тем, что я хожу в ненастоящий лес,
А тут ничего не поделать, в Ростовской области действительно именно прям настоящих лесов нет. У нас тут есть единственный такой более-менее красивый лес, но он находится от меня достаточно далеко. Более того, для того, чтобы спокойно по нему бродить, нужно оформлять пропуск. В общем-то, у меня нет такой возможности настолько усложнять свои походы. Вот, это первая претензия. Вторая претензия. Время от времени претензию предъявляют к моему дефекту речи. То есть я шепелявлю. Наверное, это слово я вообще жутко неправильно произношу. Ну, думаю, это в принципе просто невежливо, я бы сказала, предъявлять такие претензии. В целом, мои зрители очень корректные, вежливые, скажем так, с юмором, с тактом. Основная масса моих зрителей именно такая. И меня это очень радует. Бывают какие-то там залетные зрители, которые заходят на мою страницу и по какой-то причине выплескивают на меня какой-то там свой негатив, причем с матами, но это бывает крайне редко, к счастью. Вот, ну, хочу сразу сказать, что все ролики, даже положительные, но с обилием мата, я удаляю. Хотя, в принципе, сама я не имею ничего против мата, и, допустим, если я где-то в компании, в походной общаюсь, то я очень даже выражаюсь. Мне нравится в походных условиях от души, так сказать, выразиться. Но, между тем, почему-то именно на публичной площадке, которая является мой канал, я как-то склоняюсь к тому, чтобы мата на моей страничке не было. Как в роликах, ну в роликах, может быть, будут какие-то там краткие, уместные вставочки, но не более того, что злоупотреблять нецензурной лексикой я не хочу. И еще один интересный момент начал проявляться при моей деятельности на ютубе. Чем больше появляется зрителей на моем канале, тем больше мне начинает людей писать в личке на Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Люди начинают задавать конкретные уже вопросы, там, что брать в поход, там, какое там снаряжение, как одеваться, какую еду брать и так далее и тому подобное, какая палатка, там, какой спальник. Тут уже идет... Поначалу я очень так даже ринулась отвечать на эти вопросы, но через время я поняла, что ответы на такие вопросы забирают у меня очень много времени. Иногда с наскока я не могу ответить на такой вопрос, и мне приходится что-то почитать, что-то узнать там вес своего гамака, который я почему-то не помню, мне приходится его пойти взвесить там, или я забыла там фирму своего там спальника, мне надо опять же пойти найти название этой фирмы, оформить ответ, более-менее складно выразить свою мысль, и на это уже требуется какое-то внимание, время. И поэтому я решила так: если будут скапливаться такие вот вопросы именно по походной тематике, я, пожалуй, буду на такие вопросы делать видеоответы и просто тем, кто мне задает в личке такие вопросы, уже отвечать вот в виде ролика. Потому что просто не имею возможности тщательно, подробно и достаточно емко отвечать персонально всем на такие вот вопросы, требующие довольно обширных ответов. Перейдем к приятным моментам. Приятными моментами для меня являются такие комментарии, когда люди, часто, кстати, девушки, что особенно приятно, мне пишут о том, что мои ролики их вдохновили на походы. То есть они либо уже пошли в походы после моих роликов, то ли они еще собираются пойти в походы и пока что там покупают какое-то снаряжение, готовятся к походу, готовятся к будущему походу. Вот. И это очень приятно, что мои ролики кого-то вдохновляют выбраться на природу, то есть выйти из зоны своего комфорта, вдохновляют на то, чтобы попробовать что-то новое, как-то себя проверить, пытаться как-то сблизиться с природой, провести какое-то время на природе именно в одиночестве. Кстати, да, вдохновляю не только на групповые походы, но и на одиночные. Вот этот момент мне очень-очень приятен. Это уже большой бонус, вот какая-то награда мне за то, что я веду вот этот канал. Если вы хотите получить ответы
на какие-то свои вопросы, пишите вопросы под этим роликом, задавайте эти вопросы. И если это будет не единичный вопрос, а, допустим, этот вопрос будет поддержан, там, допустим, количеством лайков каких-то, то есть я пойму, что большому количеству людей интересен ответ на этот вопрос, то я буду через время делать новые болтологические ролики с ответами на ваши вопросы. Поэтому задавайте вопросы, а я буду на них постепенно отвечать. Вот. Потом вот еще один момент. Все те, кто смотрит мой канал, так сказать, от и до, знакомы с моей хижиной из тростника. И эти люди заметили, что хижина практически перестала фигурировать в моих роликах, то есть я туда уже не хожу, не готовлю. Могу ответить на вопрос, почему я потеряла интерес к хижине. Потеряла я интерес к хижине по той простой причине, что ролики про хижину просматриваются очень слабо. Мне хотелось бы развивать канал и делать ролики, которые вызывали бы интерес у большого все-таки количества людей. Потому как мне очень важно развитие моего канала. Кстати, зима у нас, и вот я что-то стою, и ручки у меня мерзнут. Идти очень даже тепло, а вот стоять даже холодно. В общем, такой небольшой болтологический выпуск получился. Ну и все. Пожалуй, на этом все уже. Это у меня уже какая-то стандартная фраза, я ее повторяю во многих роликах. И, пожалуй, на этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Всем до встречи. Зима – это не время для прекращения выходов на природу. Зима меня, наоборот, вдохновляет на новые эксперименты, на новые походы, на новые выпуски. Так что до встречи в эфире.